Здравствуйте, с вами вновь Лариса Левинская, и я думаю, вы со мной согласитесь, что в таком деле, как красота и внешняя привлекательность, мелочей не бывает. Именно поэтому я решила сегодня поделиться с вами тем, как мне удалось легко и просто привести свои локти в идеальное состояние. С какой проблемой чаще всего сталкиваемся, когда речь идет о локтях? Это, как правило, ороговелости на кончиках локтей, сухая шелушающаяся кожа. А также есть целая категория людей, я в том числе принадлежала к этой категории, люди, у которых есть темные пятна, практически такого темно-серого угольного цвета, именно по центру локтей. Что-то не делай, все не помогает. Я перепробовала массу средств, честно скажу, использовала мочалку, полотенце для того, чтобы привести локти в порядок. Делала это, причем это регулярно. Использовала поваришку, аналог турецкой кисеты, тоже мало помогало. Использовала пилинг из серии Spa Technology, пилинг для очищения, пилинг с капкой для очищения лица и кожи рук тоже не помогало. Чуть-чуть, может быть, отдаленно где-то на полутон локти становились светлее, но эта проблема не решала. Я была прямо в отчаянии, можно сказать. Эстетически это выглядит внешне очень непривлекательно. Никогда я не записывала видео, в которых тестировала масочку с блузками в коротких рукавах. Всегда это были длинные рукава, потому что приходилось поднимать руки вверх, показывать свои локти, они были в идеальном состоянии. Также, когда летом в наших южных краях в течение 5 месяцев, с мая по сентябрь, в блузках с длинным рукавом не походишь, поэтому всегда помнила про локти. И когда разворачивалась спиной к собеседнику после разговора, доходила до курьезного. Всегда старалась держать руки согнутыми, потому что в таком случае неприятный вид локтей не так бросался в глаза. Но, как говорится, готовьте сани летом, телегу зимой, поэтому будем готовиться к летнему сезону особенно тщательно, уже сейчас, в начале Нового года. Что же мне помогло решить эту проблему? Причем помогло с первого раза, абсолютно безболезненно и очень быстро. Возможно, вы знаете о том, что в компании T&M есть вот такой вот пилинг из кожи жира змеи, серия Snake Factor. Он подходит исключительно для ухода за телом, ни в коем случае не рекомендую вам использовать его для кожи лица, так как он пилингует довольно активно, и вам это нет необходимости применять для лица. Практически нет никакого запаха, хватает его надолго, объем 100 мл. Если обычный пилинг мы используем раз в неделю, то для обработки локтей, я не знаю, по мере необходимости, может быть раз в месяц, может раз в 2 месяца, когда у вас будет в этом потребность. Я вам продемонстрирую свои локти, я не знаю, может они не сильно в идеальном состоянии, но мне, по крайней мере, нет необходимости их прятать от окружающих, это уже точно. Люди, которые страдают темными локтями, знают, что мало того, что здесь темное пятно, от которого никак не избавишься. Есть еще такое пятнышко на сгибе, я не знаю, от чего оно возникает. Может быть, от постоянного нахождения в офисе, может быть, от соприкосновения к столу, перилам кресла офисного, трудно сказать. Главное, что факт есть. Вот на левой руке этого пятна нет, здесь еще какой-то отдаленный след остался. Давайте я продемонстрирую действие этого пилинга сейчас. Маленькую капельку, буквально вот с горошинку я использую этого пилинга. Он прозрачный, абсолютно такой гелеобразный. Наношу на кожу в этой области, где я хочу ее осветлить, и скатываю, прокатываю. Потом необходимо будет смыть обязательно, на коже мы не оставляем. Вот образуются такие характерные катышки, не знаю, видно ли вам, такие они темненькие. Вот, все, я скатала, достаточно. И теперь я аккуратно смою. Самый обычный спонжик и обычная водичка. Протру, чтобы брала все эти катышки. Заметно ли будет с первого раза разница? Допустим, вот так вот. Уже посветлее, так думаю, должно быть. Очень советую вам, когда делаете обычную спа-процедуру на руки, еженедельно, все-таки старайтесь применять именно этот пилинг, специализированный пилинг для кожи тела. Он пилингует сильнее, и я заметила, что когда я делала обычным пилингом из Spa Technology, у меня все-таки, при том, что кожа рук была довольно нежной, все-таки оставались на костяшках правой руки несколько таких темно-коричневых пятнышек, не очень эстетично смотрелась, это такая немного загрубелая кожа. Достаточно было 2-3 раза мне сделать эту спа-процедуру именно с этим пилингом, и цвет костяшек пальцев стал идеальным. Это так, в качестве небольшого бонуса к этому видео. Поэтому мой вам совет: не дожидаться лета, используйте уже прямо сейчас для быстрого приведения ваших локтей в идеальное состояние, для избавления от ороговелости на локтях. Вот такой вот пилинг из кожи жира змеи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!